Друзья, доброго здоровья всем! Приветствую вас на канале Медовик. Давно не снимал обзорные видео, показать, что творится в семьях, в каком состоянии на данный момент и вообще в сезоне. Не показывал рамочки, не показывал количество расплода. Но сегодня мы не просто заглянем в улей, а ответим на очень важный вопрос. Сколько пчел должно быть, пчел, расплода, рамок на данный момент в августе, а именно 13 августа 2025 года в условиях плохого медосбора в этом году. Посмотрим, что по меду, что по пчелам и по расплоду. И решим, что же нам нужно иметь в улье для того, чтобы успешно перезимовать, подготовиться к зимовке. Итак, поехали. Предыстория моих семей. Это слабые взятки в этом году, безрасплодный период с профилактикой клеща и замена маток. Маток менял во всех семьях, поэтому у меня расплода сейчас будет не очень много. Кто-то в одном из последних моих видео заметил, что семья, говорит, как-то маловато. Значит, достаю рамочку из центра, и мы видим здесь смешанный такой засев, личинка, печатный расплод. То есть рамочку продолжают кормить и запечатывать. Можно считать это одной рамкой расплода, но не на 90 даже процентах площади, где-то 70%. Остальное все с медовыми поясками. Посмотрим, что у нас дальше. На этой рамочке засева нет. Здесь она, можно сказать, только медоперговая. Видите, сколько перги. Так, друзья мои, следующая рамка. И скорее всего, что из этой семьи нужно будет тоже откачивать мед из гнезда, потому что матки на данный момент негде работать. Сколько нужно рамок меда оставить? Обращаю ваше внимание, что у меня 12-рамочный улей. Пчел здесь, кстати, уже совсем не густо. Их вообще практически нет на рамке. Я показываю вам не сильную семью, а первую попавшуюся из тех, которые я считаю слабыми изначально по моим ожиданиям. Они должны быть слабыми. Соответственно, если на рамке нет пчел, то и такие корма в этой семье, такие запасы ни к чему. Потому что у нас сейчас стоит задача нарастить зимовалую пчелу. Я специально пошел в эту сторону, потому что знаю уже по своим пчелам, что здесь, скорее всего, никакого расплода, только мед. Вот смотрите, у нас получилось 4 рамки полностью медовых. Учитываем также, что в зиму нам не очень желателен мед с подсолнуха, а также рапса, а он там немножко вверху, я думаю, оставался. И теперь уже подсчитываем в эту сторону расплод. Эта рамка уже даже пчелки вышли, и матка ее вновь просеяла, я вижу яйца. Площадь под засев довольно неплохая. Расплод продолжает выходить. Вот она бегает, маточка меченая под номером. Не успел рассмотреть номер, потому что быстро убежала. Так, значит, здесь работа идет. Соответственно, можем считать 2 рамки с расплодом, но не печатным, смешанный. Так, еще одна легенькая рамочка. Здесь видите, как тоже пчелы повыходили. Здесь, видимо, матка начинала еще рассеиваться. Пчелы вышли, там уже есть вновь яйца. Печатный расплод довольно неплохой площади. Итак, у нас 2 рамки с открытым расплодом, 1 с закрытым. Специально проговариваю, чтобы не забыть. Часто, когда снимаю видео, забываю. Так, печатный расплод, вокруг него просеяны личинки. Даже вот здесь по краю есть молочко. Это они выбрали мед из этой рамки для того, чтобы выкормить тот расплод. И вот видно, как они продолжают выбирать, и матка засеивает. Продолжают выбирать, и матка рассеивается. То есть, во-первых, был безрасплодный период. Во-вторых, после замены матки сразу же начался обильный медосбор. И получилось так, что все гнезда позаливали, матки негде было сеять. Она там начинала с маленьких пятачков. И вот теперь отвоевывает место для себя. Похожая ситуация у меня была и вчера в семье, которую я показывал по поводу качать, не качать гнездо. Все было то же самое. И вот опять пошел мед. Медоперговая рамка. Пыльцу вон опять тянут большими бубенчиками. Раз, два, три, 4 пчелы на рамке принесли много пыльцы. Здесь все запечатано. И тоже уже пошли эти медовые рамки с минимальным количеством пчелы. Эта семья была немножко проблемная. Там из нее рой пытался выйти. Короче, были с ней нюансы. Я именно ее и показываю. Потому что если бы я вам показал
сильнейшую семью, которая ломится от пчел, то там не о чем говорить. Моя же задача показать начинающим пчеловодам, что делать вот с такой семьей. Видите, опять пошли медовые рамки. И таким образом, что мы с вами имеем? Вот эта вот рамочка у нас уже с медом. Итого 4 и 3 у нас 7 рамок полномедных, медоперговых в том числе. 2 рамки с печатным расплодом, 2, а нет, я же достал сюда еще одну, друзья, еще одну рамку, ну, на 50% мед перга. Вот так вот ставим. То есть получается у нас 8 рамок с медом и 4 рамки с расплодом. Достаточно ли этого расплода? Мы видим, что пчел в семье немного, ее уже даже сейчас можно было бы сократить. Но рамки медовые, если отставим, по ним может полезть восковая моль. Личинки всегда, яйца где-то там содержатся. Если моль пропустили, то она успела начервить. И пчелы борются с молью в момент ее появления, пока рамки стоят в гнезде. Как только мы их убираем, проходит неделя и начинаются появляться такие, как крошечки на восковых крышечках. Это уже начало появления восковой личинки. И потом она постоит еще какое-то время и поползет по ней моль. Поэтому на хранение их пока забирать рано, пусть лучше стоят в улье. А вот добавить место под засев необходимо. На данный момент, как вы обратили в первом кадре, когда я с вами здоровался, у меня на этой семье стоит магазин. Магазин этот стоит в основном там рамки на усушке, есть маломедные, куда пчелы продолжают подтягивать мед из гнезда, освобождая пространство для матки. Но нам необходимо обязательно помочь им это сделать, потому что время коротко. У нас уже практически середина августа, и если до конца августа матка нам еще насеет пару-тройку рамок расплода, это будет здорово. Почему? Объясняю следующую математику. Значит, что мы сделаем с этой семьей, чтобы не держать ее открытой, не привлекать пчел из соседних ульев. Я беру рамку не сильно темную. Если есть темная рамка, из которой можно выкачать мед и выбросить ее в перетопку, значит так и делаем. Но тогда вместо нее нужно будет ставить либо светлую сушь, либо вощину, чтобы ее оттянули, если есть еще достаточный поддерживающий взяток. Поэтому я беру вот такую светлую сушь, из которой я откачаю мед. И вот эти вот ячейки, мы видим, тут уже вышло 2-3 поколения. Матка без проблем в такие соты засеет обязательно нам яйца. Значит, я забираю такую рамку. 2 рамки я откачаю. У меня останется 6 рамок с медом, которые они еще, конечно же, подберут какие-то остатки. Ну, вот такая более темная рамочка, в которую еще пойдет засев. 2 подряд, чтобы долго не искать. Остальные у меня продолжают быть в улье. После того, как я схему сразу расскажу для начинающих, значит, после того, как расплод выйдет, мы начинаем уже к концу августа сокращать гнездо. Мы достаем те рамки, из которых вышел расплод, маломедные, сокращаем гнездо по обсиживаемости рамок, ставим сюда заставную и маломедную рамку с вышедшим расплодом ставим за заставную. Из нее мед забирают, подтягивают в те рамки, откуда вышел расплод. Мы еще закармливаем сахарным сиропом для того, чтобы жидкая фракция у нас оставалась в зиму, минимизировать потери пчел из-за севшего меда в рамке. И таким образом мы выходим в зиму на полностью обсиженных рамках, полностью залитых медом и сахарным сиропом. Вот такие рамки у нас вполне остаются в зиму, все будет прекрасно. Как сейчас сформировать гнездо, чтобы матка в него быстрее засеяла? И пчелы, ну, если взяток уже закончился, пчелы не будут заново эти рамки заливать медом. Мы берем вот эту рамку с засевом, ставим ее третьей от края. Сюда пойдет сушь, которую мы достали. Еще 2 рамки с расплодом. И снова пойдет сушь, которую мы извлекли. Ага, это у нас расплод, который я также открытый доставал. Ну и мы получаем такую картину. У нас получится 2 наших суши, готовые под засев после того, как пчелки их почистят, находятся между 2 рамок с расплодом. И здесь тоже расплод. Матка непременно засеивает эти рамки, и пчелы наращиваются. Теперь понятное дело, что у вас ситуация может быть несколько иная по количеству пчел и рамок. Я сейчас вам расскажу, что мы с вами имеем по математике. Итак, друзья, как рассчитать
по количеству пчел. Значит, математические расчеты и сведения теоретические нам говорят о том, что в зиму у нас должно пойти не менее 8 улочек пчелы. Это в лучшем случае сильная семья. В противном случае хотя бы там не менее 6 улочек. Улочки считаются так. Вот 1, 2, 3, 4, тут 5, 6, 7 улочек. Соответственно, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рамок. То есть, если мы считаем улочки между рамок, у нас получается, что кроющие рамки улочки мы не считаем. Соответственно, это, короче, в пересчете на количество рамок для простоты вашего восприятия, это 6 рамок минимум должны быть плотно обсиженных пчелами. Плотно обсиженными это значит вот таким вот образом. И то здесь еще можно сказать, что плотность обсиживания небольшая, потому что вот здесь вот нет пчел. Когда обсиживают полностью, то вы практически не видите сот. Соответственно, для того, чтобы нам нарастить такое количество пчел к зиме, значит, первый момент, который мы должны учитывать. Во-первых, то состояние семей, которое вы видите сейчас, оно у вас значительно изменится к концу августа. Те пчелы, которые участвовали в медосборе и выкармливали этот расплод, они обязательно отойдут и в зиму они не пойдут. Те пчелы, которые в расплоде были поражены клещом, они также до зимы не доживут, обычно осыпаются октябрь-ноябрь месяц в подмор. Поэтому я и сделал таким образом, чтобы у меня вот этот расплод, который наращивается в августе месяце, он наращивался без клеща. Ну, правильнее будет сказать, с минимальным количеством клеща, потому что всего клеща убрать невозможно, но я его убирал муравьиной кислотой в этом году. И когда я знаю, что у меня концентрация клеща снижена, я знаю, что этот расплод, который гонят практически, то есть оставшийся клещ, схема такая, он собирается в одной рамке. Если я ее не убираю, то он там сидит 21 день, по сути. Ну, не 21 день, а с 9 дня запечатывания до 21 дня до выхода. За это время у меня матка насеивает еще расплода. И получается, что клещ поражен преимущественно только в одной рамке. Если будет дальше продолжать матка сеять, то уже большая колония клеща будет разрастаться к зиме. Если мы ей этого делать не даем, заливаем гнездо сиропом, матка ограничивается в засеве, открываем задвижку, охлаждаем гнездо. Соответственно, что мы получаем? Мы получаем ограничение матки в засеве с похолоданием и получаем здоровых молодых пчел, которых обработали контрольно пару раз аметразными какими-то препаратами. Например, апиметрин, который содержит тимол с пролонгацией действия. И получаем здоровую семью в зиму. Следующий момент именно по количеству. Возвращаемся к количеству. В одной рамке примерно 3500 пчел. Это если она будет вся просеяна. Так как она не вся просеяна, берем цифру 2500-3000. Берем тот процент, который у нас отойдет на выкармливание следующего поколения расплода, каких-то полетов, износа естественного, вот, ферментации и так далее. Мы получаем где-то 2000 пчел с рамки. Соответственно, для того, чтобы набрать необходимое количество в зиму до 6 рамок, нам необходимо, чтобы у нас на данный момент было 6 и более рамок с расплодом, а у нас их 4. Поэтому 2 я добавляю, плюс еще в этих рамках, откуда выйдет запечатанный расплод, матка успеет засеять. И, соответственно, вывод какой по данному видео, что для успешной зимовки на данный момент, неважно сколько пчел у вас сейчас в улье, ну я имею в виду прям, ну не совсем плохую ситуацию, а так более-менее, если этих, короче, сжать, то, наверное, рамок 8 они будут обсиживать. Ну пусть 7 хорошо для тех, кто будет меня там поправлять и говорить, да, там у тебя мало пчел. Да, мало, я же об этом сказал, почему и что и как. Наша задача сейчас, вот вы говорите мало, да, но смотрите, 4 рамки с расплодом есть, и еще 2 будет, и опять они продолжат. То есть семья не погибающая, у нее есть прекрасный потенциал, хорошо она войдет в зиму, и, соответственно, друзья мои, если будет 6 рамок с расплодом, он весь выйдет, и плюс еще там подгонят пару рамок по-любому, потому что они продолжать будут еще и в сентябре засев, то вся эта пчела прекрасно пойдет в зиму. Семья будет сильной, с новой пчелой, с обновленной генерацией. И еще один очень важный момент. Если у вас мало кормов в улье, если вы будете докармливать пчел сахарным сиропом, да еще и в больших количествах, а это где-то по 10 килограмм и больше сахара на семью,
то у вас вот те пчелы, которые будут сейчас появляться, новая генерация, они тоже могут участвовать в ферментации этого сахарного сиропа, а значит износятся и пойдут в зиму уже слабее. Для того, чтобы этого не было, и как этого избежать, у меня есть видео, как продлить жизнь пчелам, посмотрите его, там все подробно рассказано, показано. В этом году также буду пользоваться таким способом. Еще раз как бы обновлю информацию, покажу, потому что очень многие смотрят вот то, что сегодня выложил, посмотрели и никогда не роются, не смотрят. А у меня на канале есть множество прекрасных видео, которые бы следовало посмотреть, потому что они снимались 3-4 года назад, но действительно они полезные в тему и содержательные. Поэтому рекомендованные видео я оставляю под этим видео. И также делаю ссылочки и рекомендации в углах экрана тоже будут появляться. Поэтому, друзья, посмотрите, как готовить сахарный сироп, как закармливать семьи, как сокращать и как приготовить инвертированный сахарный сироп. Это очень важные темы, которые позволят вам, вашей семейке, сохранить с максимальной силой в зиму. Надеюсь, с расчетами по количеству пчел понятно. Если у вас какой-то другой улей, то вы можете пропорционально отталкиваться от моего 12-рамочника. Если у вас 10 рамок, то, соответственно, отнимаете пропорционально те же самые показатели. Благодарю вас за внимание. Всем мира, здоровья и самое главное, в нашем деле здоровых пчелок и прекрасной, успешной подготовки к зимовке. Всем пока!